Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Guilty Parade. В предыдущей серии мы немножко повели себя немножко по-свински, подслушали чужой разговорчик, узнали интересные истории, небольшие факты о Вольфганге, о Руф, о Дорис и Хельге. Узнали об их взаимоотношениях, о проблемах Дорис, которая считает себя ненужной и которая не может найти себе нормального человека, друга, которому можно выговориться. Вот. Как говорится, как сказала там Хельга, она не может найти себе мамочку. Рекомендую вам глянуть и подписаться на канал, кстати, тоже прошу, чтобы так вы о новых видео будете узнавать первыми и нашу семью пополните, а то только 55% зрителей смотрят наши видеоролики подписанными, а все остальные без подписки. Это как-то не очень. Ну а теперь вперед, давайте. Последнее место, которое мы не осмотрели, это Костельное. Ну погнали. Пожалуй, у окна самое подходящее место. При свете луны можно читать, а если кто-то войдет, я с легкостью спрячусь за мешками с бельем. Значит, сюда. Прочитать дневник у окна. Костельный. Вот он, наш дневничок. Это первая страница. Сейчас, секунду. Продолжаем. Вот, 10 июня 1914 года. Приветствую тебя, Вольфганг, приветствую. Запомни, ты Вольфганг. Меня предупредили, что в скором времени память начнет пропадать. Я не буду помнить, кто я и откуда. Не буду помнить своего прошлого, свои удачи и падения. С одной стороны, я рад, что некоторые события исчезнут из моей памяти. Я сильно виноват и жалею, что сделал это. Возможно, новая жизнь — это мой искупление, это мое искупление. Именно поэтому здесь я не буду напоминать тебе о плохом. Начинай новую жизнь и не оглядывайся назад. Ты сможешь стать собой. Ты сможешь снова стать собой, разумеется, с небольшими последствиями. Мои товарищи сказали, что поддержат меня. Надеюсь, у них нет никаких побочных эффектов. Эффектов не ожидается. Они не боятся будущего или только делают вид. Я не знаю, но их уверенность придает мне сил. Я надеюсь, мы останемся такими же сплоченными товарищами, даже если никто не будет объединять нас. Ничто не будет объединять нас. Я пишу тебе, Вольфганг, чтобы ты, если с памятью и правда будут проблемы, описывал здесь свои будни, делал заметки и не давал никому смеяться над тобой и пользоваться твоим доверием. Я не знаю, что произойдет в будущем. Возможно, прошлое снова заявит о себе. Быть может, тебе придется что-то вспомнить или помочь вспомнить прошлое другому, только тому, кому ты доверяешь. Для этого я оставлю небольшую подсказку, но зашифрую ее, чтобы не позволить глазу этим излишком не мозолить глаза этим излишком воспоминаний. Вот она, напишу завтра. Непонятно. Это шифр какой-то, только непонятно, что это за шифр. Так, 15 июня. Он пишет вот спустя 5 дней. Я, кажется, начинаю что-то забывать. Я забыл, что хотел написать в тот раз. И не вспомнил бы об этом, если бы не записал. Но сейчас не это тревожит мою душу. Я заперт в холодной тюрьме. Ко мне приходит человек, но я каждый раз забываю его имя. Он что-то от меня хочет.
каких-то сведений, которые я не помню. Он убеждает меня, будто я мог вспомнить все, что угодно, но у меня не получается. Видимо, так проявляется последствия моего скоропалительного решения. Прав ли я был? Скорее да, чем нет. Но вот я тут весь дрожу. Но вот я тут весь дрожу и провожу по усыпанной мелкими капельками по усыпанной мелкими капельками стене рукой. Кто я? И где мне место? И где мое место? Я начинаю забывать, а вспоминать уже не очень-то хочется. Он в тюрьме. Подожди. Он находится так, он в тюрьме. Так, 20 июня 1914 года. Мне никак не удается вспомнить ту подсказку, о которой шла речь ранее. Быть может, то было мои бесплодные попытки заставить себя задуматься о чем-то большем, чем или я, или этот мир. Я все еще просиживаю днями в камере, усыпанной обломками, и я лишенный еды, тяну руки к солнцу. Смотри, он зачеркивает это, что-то тянет меня на витиеватые изречения, словно волосы перекраенной синеволосой девушки, что треплет ласковый весенний ветер. Странно. Смотри-ка, отсылка на Хельгу. Надо вспомнить, как правильно выражать мысли, ведь я так долго этому учился. Но когда держу ручку в руках, меня так и тянет написать значительно больше, чем планировал. Я секретарь, а не писатель. 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 Но ведь можно совместить. Ты помнишь, что твое имя Вольфганг, друг мой? Он был секретарем у кого-то, и кто-то его запер. Нормально так своего секретаря запереть в заперти и держать без еды. 14 июля. Подожди, 14 июля. Довольно много. 14 июля 1914. Вспомнил. Проснувшись поутру, я взглянул сквозь узкое, словно угольное ушко окно тюрьмы. Будь моя воля, я стал я стал бы гусеницей и выполз бы на обдуваемый ветрами простор, а потом за спиной выросли бы крылья, и взмахнув ими, я бы слился с природой. Вспомнил. Вот та подсказка, что я придумал для себя. И если долго думать, то можно понять. Это... Мне кажется, я уже, кажется, понял, что это такое. Вот то самое, верно. Ты теперь знаешь, кто хранит часть тайн. Еще кстати. Я, кажется, знаю, что это такое. Я уже знаю, что это такое. Это такая вещь, тут, скорее всего, все связано с шифром. Это чертов шифр. Тут именно каждая буква это получается на код, просто двоичным кодом зашифрованные послания. Там каждой букве какая-то цифра определенная есть. Только вот непонятно, каким шифром он зашифрован. Ну ладно. Да, я знаю, я таким увлекался и даже сам частенько зашифровывал разные послания. Конечно, чаще всего я использовал шрифт Wingdings, небезызвестный. Ну да ладно. Ах, заканчиваются чернила. Буду надеяться, что моя судьба не претерпит коренных
моя судьба не претерпит коренных и нежданных изменений, ведь я будучи без памяти, не смогу написать о творящемся вокруг, а тот человек, что дано им денно и ночно навещает меня, не знает, что я тщательно передаю бумаге свои мысли. Он не был бы рад, он не дал бы мне ручку. Кто же это такой? Подожди секунду. 20 августа 1914 года. Человек, я не могу вспомнить его имя. Может, он не представлялся? Напомнил о моих последствиях, почти умоляя не переживать, но я, сцепив зубы, принял суровую реальность. В моем мире больше не осталось места для сомнений, как и право выбора. Кое неотъемлемая часть каждого живого существа. Не больше, но больше не меня. Но не больше, но больше не меня и не таких, как я. Я гордо подняв голову, кивнул с присущей мне храбростью. Я теперь другой. Я отличен от своего теряющегося в дымку тумана прошлого. Где-то там таилась моя жизнь, но я не смотрел на нее. Я ждал будущего, иного прекрасного мира, который подарила мне судьба. После я пожал руку Олдрику Вагнеру, своему новому глубоко уважаемому командиру. Запомни его имя. Его желание сделать меня своим секретарем быстро улетучилось, как и улетучивается дым при сильном ветре. Причем у этого решения, быть может, не знает и он сам. Причина у этого решения, быть может, не знает и он сам. Это невдомек ни мне, ни ему. А причину этого решения... Прошу прощения, причину этого решения, быть может, не знает и он сам. Это невдомек ни мне, ни ему. Однако, такова реальность, и будет глупо от нее отмахиваться. Через несколько часов я познакомился с прекрасной, доброй девушкой Дорис. Она угостила меня своеобразным блюдом, вкус которого расцветает у меня на губах по сей день. Через пару дней прибыл еще несколько новичков. Надо будет составить карту моих с ними отношений. Они разговаривали друг с другом словно старые приятели, чьи родители заставили их расстаться на много лет, но я не знал правду. Они казались дружными, но не было в этом искренности. Подожди, получается, он не был с ними знаком до ситуации? Ну или скорее всего тут такая ситуация, что, ты понимаешь, он, скажем так, он в крестики-нолики играл. Вот, с кем дружит Вольфганг? Я. Вот в чем интерес. Либо тут такая вот ситуация, либо он, скажем так, либо он опять забыл, что он был с ними раньше знаком, либо он не был с ними знаком, во время пребывания себя в какой-то тюрьме и с каким-то человеком, который его навещал. Но хотя это отчасти маловероятно, так как еще в нескольких, уже в первой записи есть отсылка на, или во второй уже записи есть отсылка на голуболосую Хельгу. На Хельгу есть отсылка. Из этого выходит, что Хельга тоже там была. Потому что слишком уж такое вот дело. Так, тут отношения у него. Дорис. Тут отношения, с кем он дружит. С кошкой. Ганс. Руф. 4 января 1915 года. Они смеются надо мной. Да, смеются. Называя меня чудаком, они ранят в самое сердце. Знают ли они, что я их слышу? Знают.
Они надеются, что я все забуду, что моя память словно решето, отсеивает все плохое и лишнее, но это не так, я все помню. Даже сейчас мое чувствительное ухо слышит каждый отголосок человеческой речи. Яков называет меня чрезвычайно подозрительным, он не верит моим словам, мольбам и заверениям. Хельга игнорирует, и это лучшее ее решение, ведь я сам боюсь к ней приближаться. Ее холодная Ее холодная красота предназначена пламенный руф. О, он реально их шиперит. Ганс пытается мне помочь, но за спиной называет чудаком. Элиас относится с пониманием и старается донести до моего сердца утраченные воспоминания. Смею предположить, что Оливеру я мешаю, он боится поручить мне что-то значимое, лишь пустяки, до которых никому нет дела. Дорис никогда со мной не разговаривает. Возможно, ей жаль меня. Тяжело переносить непонимание со стороны товарищей, ведь кто, как не они, должны подставлять плечо в трудный жизненный момент. Мое плечо всегда стремится на помощь друзьям, но многие из них считают его слишком хрупким, чтобы опереться. Как возрастить это плечо? Как сделать крепким? Одних упражнений слишком мало, требуется больше усилий. Надеюсь, вера в будущее поможет мне справиться с тяготами жизни. Блин, тяжела жизнь у нашего товарища. Ой, реально, у Вольфганга тяжелая жизнь. Это реально жестокая жизнь. Я боюсь представить, что вообще с другими было, если уж с Вольфгангом такое сделали, что он начал терять память. Но, как я понял, он сделал это добровольно. Он добровольно подписался на этот эксперимент. И поэтому начал терять память. Но что же ему такое предложили? И ради чего он записался на подобное, чтобы превратить свою жизнь вот в это? Постоянно забывающий разные вещи человеком стал, которому приходится записывать каждое важное слово в тетрадку. Если ты их не запишешь, ты их забудешь. Бобы, кстати, бобы, которые постоянно он забывает не есть их. июля 1915 года. Этой ночью я плохо спал. Должно быть, бобы в мясном соусе плохо влияют на мой желудок. Я обещал себе их не есть, неоднократно делал пометки, но память все равно играет со мной настолько виртуозно, что я забываю даже взглянуть на них с утра. Оливер поднял нас слишком рано. Проревела сирена, но мой красочный сон не выпускал из своих объятий. Мне стало неловко, когда я обнаружил себя единственным в постели, пока все остальные быстро одевались. Командир сказал нам отправляться на поле боя, недалеко от нашего лагеря сражения. Мы должны помочь, громогласно проговорил Оливер и улыбнулся. Яков кинул в меня одежду и не понимающий. Я был вынужден кое-как переодеться в униформу своей армии, символизирующую силу и верность принципам. Ох, я смотрел, как снаряд нарастает громогласие над моей головой. Небо было мрачное, из тяжелых туч то и дело норовил пойти такой же одинокий и грустный дождь. После боя было поле боя было испещрено подожди, как-то испещрено боровшимся за правду трупами, но никто из двух сторон конфликта пока еще не хотел поднимать белый флаг. Под этим бесчинством Руф нежно обхватила Хельгу за талию и притянула к себе, пряча дорогое ей тело от пронизывающих воздух пуль. «Идите скорее сюда!» — закричала Дорис. Мы стремглав устремились к ней, и она указала на одного из раненых в нашей форме. «Кто это?» — удивились мы, ведь до
до сего момента ни разу не встречались с пареньком, который беспомощно лежал перед нашими глазами. Он не из нашей части, заметил Яков. Он не из нашей части, заметил Яков. Но тогда откуда же он? Его не должно здесь быть. Может, он шпион? Этими словами Руф радостно потерл руки. Он еще жив, значит, может нам рассказать что-то интересненькое. Попытаем его, а Яков? Она задорно толкнула его локтем, однако Яков не разделял ее энтузиазм. Он сосредоточенно отупился рядом с найденным подозрительным пареньком и пощупал его пульс. Пару минут мы строили догадки, но в одно мгновение он приоткрыл глаза и посмотрел прямо в затянутое тучами небо. Вдруг его губы зашевелились. Яков приблизил к его рту свое чувствительное к звукам ухо и сосредоточенно внимал его словам. «Неужели в этот раз получилось?» прошептал незнакомец, словно в бреду, и сомкнул веки от усталости. Опустился в черную бездну бессознательности. После этого шпиона отвели в мрачный подвал, склеп нашей казармы, чтобы допросить его, как и полагается на войне. Он скажет правду, мы не дадим ему соврать. «8 июля 1915. Пожалуй, Немо неплохой человек. Быть может, его проблема созвучна с моей, и страдания, следовательно, схожи тоже. Мне стоило бы с ним поговорить, однако пока существует опасность. А мои сомнения могут быть ошибочными. Я не смею поступать с ним так, как порой несправедливо обращаются со мной. Что же делать? Где искать ответы? Заглянуть в себя? Но я меняюсь каждый день и многое забываю. Где есть я? Если я о себе ничего не помню, не знаю, как строить жизнь, не могу никому открыться. Мне никто не верит, как и я не верю никому. В любом случае, мне не стоит поступать с Немо так же несправедливо, как относится ко мне. О, блин. Теперь мне реально жалко, что мы его дневник стырили, блин. Он, серьезно, он по факту реально схож с нами. Пипец как схож. Он также страдает от той же проблемы, что и мы. Просто от беспамятства и постоянной лжи. Кстати говоря, мы могли просто вот так вот сделать, чтобы приблизить. Кстати говоря, я дурак. Можно было бы читать приближенный текст и сильно не заморачиваться с этими чертовыми каракулями, чтобы я не мучился. Ну ладно, уже поздно. Вот мы и прочитали дневник. Что бы мог значить непонятный набор букв на одной из страниц дневника? Возможно, тут зашифрованы какие-то заметки о Бернальде Шульце. Стоит скопировать этот код себе. Так, мы это скопировали, отлично. Я пролистал дневник еще раз, пропуская повседневное описание жизни Вольфганга и выискивая глазами слова вроде «Бернальд Шульц», «генерал», «убитые», «преступления». Я замер и уставился в пол, в голове пустота. Я старался думать хоть о чем-то полезном или найти в дневнике новые символы. Новый смысл. Разум цеплялся за тюрьму и начало новой жизни. Что имел в виду Вольфганг, пока писал это? Помнит ли об этом сейчас? Одно я понял. Первым в специальном отряде появилась Дорис. Вслед за ней Вольфганг, а только потом там оказались все остальные. Нужна ли мне эта информация? Пригодится ли она в расследовании? Не знаю, но дневник помог мне лучше понять Вольфганга. Внезапно дверь отворилась. Я дернулся и судорожно спрятался под мешки. Послышались шаги босых ног. Я притаился, чтобы лучше видеть происходящее. Проделал небольшую щель между двумя мешками. Я сжался в неудобной позе, заныли коленки. «Здесь кто-нибудь есть?» «Ой, Яков, ну конечно, куда ж без этого чертового, блин, проныры. Всевидящий проныра».
Везде свой нос просунет, везде все увидит. В ночном посетителе я узнал Якова. Если попадусь, мне конец. Хоть мы и договорились о сотрудничестве, я не думал, что он одобрит мой поступок. Все-таки он знал Вольфганга куда дольше моего и относился к нему лучше, чем ко мне. Кстати говоря, я сомневаюсь. Ну серьезно, я очень сомневаюсь, что он относится к своим товарищам лучше, чем к тебе. Может быть, на чуть-чуть, на пару процентников, но я думаю, он не сильно-то и будет против, что ты там у кого-то что-то своровал. Он легко, может подбросить что угодно своим товарищам и об этом даже не пожалеть. Мы это еще в первой части серии узнали, как он поступает со своим товарищем. К тому же я все еще в нем сомневался. Почему Яков согласился помогать? Вдруг он планирует подставить меня или сдать Вагнеру? Нет, пусть уж лучше никто не знает. По крайней мере, какое-то время. Рука, сжимавшая дневник, вспотела, и не рисковала отложить его, чтобы шорохом не привлечь внимания. Босые ноги затопали в мою сторону. Спина заныла то ли из-за неудобной позы, то ли от страха. На всякий случай я сделал щель между мешками поуже. Яков подошел к окну, он был в пижаме, но не выглядел сонным, разве что чуть-чуть растрепанным. Черные круги под глазами стали еще темнее. Под глазами, казалось, стали еще темнее. Он глянул в окно. Потом его голова повернулась в мою сторону, а глаза уставились в щель через которую на него смотрел я. Он видит меня. Я надеялся, что тень от мешка скрывает мое лицо. Уголки губ Якова поползли вверх, но ненадолго. Стоило им чуть-чуть приподняться, как они сразу же рухнули вниз. Он нас заметил, ну серьезно, он нас заметил. Он заметил нас, это 100%. Потом он вдруг отвернулся и быстрым шагом направился к выходу. Дверь хлопнула. Ой, он нас заметил. Для верности я выждал пару минут, а потом выбрался наружу. Тело заныло, когда я разогнулся. Так. Нормально еще можно. Кстати говоря, не так что и долго. Все-таки еще нормально. Нормально еще. Можно продолжать. Пора быстро возвращаться в спальню. Вполне возможно, Яков и ищет меня по всей казарме. Наверное, он обнаружил, что кровать под ним пустует. Я спрятал дневник под рубашку и прижал его к животу резинкой штанов. Подошел к двери, приоткрыл ее, она тихо скрипнула. В образовавшемся проеме показался пустой коридор. Я просунул голову и посмотрел сначала влево, а потом вправо. И замер. Яков! Конечно, он нас видел, сукин сын. Сукин сын, блин. Это такая ирония, блин. Две крысы. Яков крыса, и мы крыса. Мы просто как две крысы видят друг друга издалека. Прямо за дверью стоял Яков и со злой усмешкой смотрел на меня. Я ждал тебя, мистер шпион. Я не моргал, я уставился в его черные глаза. Улыбка сияла самодовольством, а взгляд не предвещал ничего хорошего. Мысли путались, приходящие в голову идеи казались бестолковыми. Может, убежать и сделать вид, что я сплю? Не получится, нужно прежде вернуть дневник. А я не успею, потому что Яков точно этого не позволит. А вдруг он сейчас закричит? Вагнер разозлится, если узнает, что я использую настолько рискованные методы. Черт. Мне нравится твое испуганное лицо. Оно говорит, что я застал тебя на месте преступления. Выходит, с самого начала все мои догадки были правильными. А если просто улечься спать? На утро его слова не воспримут всерьез. Подумают, что это очередная выдумка. Пожалуй, так и сделаю. Я открыл дверь пошире и сделал шаг в коридор. Яков быстро отскочил. В секунду в его руке оказался револьвер. Он направил его в мою сторону. И я замер. Ты что делаешь? Самооборона. Я знал о твоих планах, поэтому позаботился о своей безопасности. Разве шпионов этому не учат? Я не шпион. Еще какой шпион? Я видел, как ты трусливо крал у Вольфганга дневник. Он же там. Он же там. Яков кивком указал на мой живот. Я опустил глаза и заметил прямоугольную выпуклость под одеждой.
Блин, ну разумеется, понятно, почему он не реагировал на грохот, который мы издавали, потому что 100% за нами наблюдал, довольный. Спорить бесполезно. Иди за мной, я все объясню. Я зашел в костельную, приблизился к окну и положил дневник на подоконник. Яков не сразу последовал за мной. Я наблюдал с какой тщательностью он осматривал дверь, оглядывал полки, проводил дулом револьвера по столу, опасаясь расставленных мной ловушек. Неужели он в самом деле верил своим нелепым страхам? Ну да, интересная ситуация, конечно, вышла. И как из нее выпутываться, как просите вы меня? Наконец он встал рядом со мной и с угрозой покрутил револьвер на пальце. Я умею обращаться с этой штукой. Если будешь подозрительно себя вести, я ей воспользуюсь. Я сглотнул. Меня не страшили угрозы Якова, скорее пугала его непредсказуемость. Я не знал, как вести себя, не навлекая лишний раз косых взглядов. Тебе не придется этого делать, сейчас сам все поймешь. Я скосил глаза на дневник Вольфганга. Яков, проследив за моим взглядом, посмотрел туда же. Там есть что-то про меня, планы по ликвидации лагеря, свержение командира, а потом генерала. Или он признается, что не страдает провалами в памяти. Там ничего такого нет. Возможно, ты не умеешь читать между строк. Очень странно, что именно тебя выбрали в шпионы. Я вовсе не шпион. Наверное, в моем голосе проскользнуло сомнение, и Яков это почувствовал. Ты много врешь. Он подтянулся к дневнику Вольфганга. Ты собираешься его прочитать? Блин, ну кстати, Эйнштейн, ты сам его прочел как бы. Вольфганг очень не любит, он очень дорожит дневником, но мы его своровали нахрен. Плевать, какие у нас оправдания. Тут Яков, тут даже мы такой же крыса, как и Яков, как я уже говорил. Естественно, ты же не думал, что я поверю на слово. Вольфгангу это не понравится. Двойные стандарты, Немо. Сам-то ты заглядывал туда. Он был прав. Вольфганг переживает, ты же ему не расскажешь. Вольфганг переживет, ты же ему не расскажешь. Яков красноречиво на меня посмотрел. Будешь молчать о том, что я тоже его читал? Зависит от содержимого. Я нахмурился. Наверное, именно так выглядела «да» Якова. Ключ у меня. Так, открой. Если согласишься. Я не успел договорить, как Яков наставил на меня револьвер и поднял брови. У меня не осталось выбора. Я открыл замок. Идти, да, блин, с этими револьверами нафиг. В задницу бы тебе засунуть. Черноглазый, блин. Яков, не вчитываясь, перелистывал страницу. Возможно, он выискивал любое упоминание своего имени. Вскоре он отложил дневник. Я бы хотел задать вопрос. Интересный? Для меня очень. Ты говорил, что хочешь помочь с расследованием убийства, верно? Я хочу знать, почему ты согласился. Это кажется им подозрительным. Ну вот, я заговорил совсем как Яков. Он тоже это заметил, нахмурился и уставился на свои руки. Я же говорил, меня интересуют твои мотивы. Я хочу знать все твои тайны. Но какое тебе до них дело? Скажем, ради моей же безопасности. Ты настолько мне не доверяешь, что готов помочь, лишь бы узнать правду? А если просчитаешься? Яков медленно покачал головой. Или ты слишком самоуверен, что задаешь такие вопросы, или глуп, или в самом деле ничего не знаешь. Возможно, есть что-то еще. Он вздохнул. Я наблюдаю за тобой, но пока не могу понять, что ты за... человек. Ты ведешь себя необычно и противоречиво. Ну блин, прости уж, мы потеряли память, что ты хочешь. Ты что-то не договариваешь, и что необычно? И что необычного в моем поведении? Ты что-то не договариваешь, и что необычного в моем поведении?
Ты плохой шпион и выдаешь себя. Рыщешь по всей казарме, вынюхиваешь по всей казарме, вынюхиваешь, расспрашиваешь о Бернальде Шульце, но в то же время пытаешься найти со всеми общий язык. Однако ты спас меня во время разведки. Я был удивлен. Мне казалось, ты бы был заинтересован в выполнении задания. Скорее всего, ты пытаешься втереться к нам в доверие, чтобы... Я пока не разобрался. Яков нахмурился, переплетя пальцы рук и разглядывая свои ладони. Я осторожно кивнул. Кажется, я тебя понимаю. Но не обольщайся, ты меня не запутаешь. Я обязательно во всем разберусь. Он поднял взгляд на меня. Еще я хочу знать, что за всем этим стоит. В смысле, кто преступник? Не только это. Мне интересно, к чему привело убийство, какие силы оно активизировало и как ты к нему причастен. И... я все еще жду объяснений, почему ты расследуешь убийство Бернальда Шульца. Но прежде попробуй объяснить это. Яков спрятал руку за спину и через секунду вытащил сложенный в четверо листок, затем развернул его, и я замер. Привести живым за розыск, за награду привести живым. Он держал объявление о моем розыске. Разумеется, он себе его прикарманил, блин, жид. Где ты это взял? В твоем кармане. Кто тебя разыскивает и зачем? Я понятия не имею, правда? В отчаянии я слишком громко произнес последнее слово и, опомнившись, быстро посмотрел в сторону двери. Ничего. Из-за амнезии? Да. Что же делать? Может, спросить у командира? Это поможет ему поскорее выяснить, кто ты. Или боишься, что правда заставит его пересмотреть желание тебя опекать? Я промолчал, а потом рванулся вперед, чтобы выдернуть листок из пальцев Якова. Ай, хитрюга, блин. Он тот еще жук, как Вагнер, черт возьми. Сам уже нас, блин, в паутину спутывает, уже ни хрена не сделаешь. Но я думаю, надо заканчивать, а то видеоролик выходит уже. Предыдущий, блин, вышел на 40 минут, еще и этот. Не, это слишком много будет. Продолжим в следующей серии наши разговоры и посмотрим, к чему они приведут. Но, честно говоря, пока что все как-то совсем не радужно для нас складывается. Нас просто со всех сторон обложили, блин. И тут мне, скорее всего, придется уже 100% идти полностью на уступки Якову. И включать его в наше расследование полноценно, потому что сделать мы ни черта не можем. Листовкой он может нас легко шантажировать, всем рассказать. И еще и командиру показать эту листовку. Что приведет к еще большим вопросам, если, конечно, он уже не знает об этом. Возможно, командир знает, но если другие узнают об этой листовке, то командир не сможет нас нормально защитить. И нас 100% отправят в чертов штаб, как они его называют, где, блин, как я понял, куча мертвых. Скорее всего, мы также присоединимся к мертвым. Короче, какие-то у нас прям не очень хорошая ситуация. Ну, посмотрим, как будет развиваться она. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, ну или дизлайки, как вам угодно. Критикуйте, предлагайте игры, обсуждайте игру, только не спойлерите, буду рад с вами поболтать. Заглядывайте в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!